Девочка родилась очень слабенькой. Врачи сразу предупредили маму, что ребенок, скорее всего, не выживет. Один дед уверенно говорил, что Оленька выкарабкается, вселяя надежду и в домочадцев. Качая внучку на руках, он часто повторял, что этот ребенок не сдастся, а победит, нужно лишь немного помочь. Так и произошло, но через год с небольшим дедушки не стало. Ушел он, наставив сына. «Теперь вам самим справляться, спокойно наказывай. Ты Оленьку по врачам не таскай. Толку от них нет». Леонид похоронил отца на кладбище родной деревни. Дом оставался пустым уже 5 лет, но оказался достаточно крепким. Люба предлагала продать землю, но Леонид был уверен, что Оленьке она еще понадобится. Родители старались как могли, но девочка много болела. Люба месяцами лежала с дочкой в больницах и лечила дома, не выпуская ее на улицу. «Я больше не могу, эти больницы меня доконали», — жаловалась она мужу. Леонид согласился. «Мы поедем в деревню, здесь толку нет». Люба не могла уйти с работы, обещая, что приедет позже, когда все договоры будут завершены. Через несколько дней отец с дочкой приехали в дом деда. Дом, хоть и стоял пустым, был довольно крепким. Леонид с дочкой занялись обычной деревенской жизнью. По утрам зарядка, завтрак, а потом прогулки по лесу. Собирали ягоды, травы, гуляли на свежем воздухе. Однажды в лесу они нашли маленькое существо, то ли щенка, то ли волчонка, запутавшегося в мазуте и веревках. Животное было беспомощным и барахталось в яме. Люди, безжалостно устроившие такую ловушку, оставили его погибать. Оля просила помочь животному, а Леонид немного подождал, пока оно не успокоится. Когда щенок перестал сопротивляться, Леонид протянул руку и вытащил его. Оля с нетерпением смотрела на процесс. Щенок был покрыт мазутом и ранами, а лапы запутались в проволоке. Леонид очистил его, лечил раны, а Оля помогала, подавала бинты и мази. Отец объяснял дочери, что они в ответе за тех, кого приручили, что помогать — это важно. Вечерами они читали вместе «Маленького принца». Через несколько дней после спасения щенка Леонид с Олей стали жить в деревне, а щенок начал восстанавливаться. Месяц прошел, и когда Люба приехала, по дому бегали два счастливых существа — девочка и собака. И только теперь родители заметили, что за этот месяц Оля не жаловалась на здоровье. Она была здоровой и веселой, как обычный ребенок. Люба не могла поверить своим глазам. Они решили остаться в деревне хотя бы до конца лета. Люба договорилась с работой, а Оля продолжала заботиться о своем новом друге. Вскоре животное стало настоящим членом семьи. «Мы заберем его с собой в город, когда закончится отпуск», — спрашивала Оля. Леонид серьезно ответил: «Ты в ответе за него. Будешь гулять с ним дважды в день». Когда семья вернулась в город, Оля и собака были счастливы, а Люба с Леонидом поняли, что этот месяц в деревне принес им больше, чем годы лечения и больниц. Оля больше не болела, а забота о животных научила семью важным жизненным урокам. Этот опыт показал, что забота о других может исцелить и нас самих. Внимание и сострадание к беспомощным существам укрепляют дух и помогают преодолевать сложности собственной жизни. Семья обрела гармонию, а Оленька стала здоровой девочкой, уже не нуждающейся в постоянном лечении.